Всем привет! Сегодня мы готовим традиционный французский луковый суп. Я уверена, что среди вас есть и поклонники, и также не любители этого супа, потому что основу его составляет лук. И не все любят лук, но это действительно потрясающее и очень интересное по вкусу блюдо. Этот суп региона Иль-де-Франс и в частности Парижа, поэтому все, кто отправляется в Париж, обязательно хотят попробовать настоящий луковый суп. Большую роль в этом рецепте играет бульон, поэтому, пожалуйста, приготовьте домашний, потрясающий наваристый бульон из говядины, потому что по традиции используется говяжий бульон, но также вы можете использовать куриный или овощной. В свою очередь я хочу вам предложить немного альтернативный способ подачи этого блюда. Не в порционных горшочках, как это обычно принято, а мы будем его готовить в емкости для запекания, на тот случай, если у вас большое количество гостей или просто большая семья. В последующем готовый суп вы уже можете разложить на тарелке порционно, как вы захотите. Что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Для этого рецепта нам подойдет желтый лук, довольно-таки плотный, с достаточной сладостью, но ни в коем случае не салатные сорта. Нарезаем небольшими полукольцами. Раздавите и крупно нарежьте зубчики чеснока. Теперь возьмите донышко от одного лука и воткните в него гвоздику, чтобы в последующем ее было легко удалить из супа. Следующим этапом нам нужно обжарить муку на небольшом количестве сливочного масла до золотистого цвета. Вот так. В сотейнике или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и оливковое и тушите в течение 10 минут на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и гвоздику. И продолжайте тушить лук. Важный момент. Лук не должен пригореть, он должен карамелизироваться. Поэтому не отходите от кастрюли с луком и периодически помешивайте. Время карамелизации может варьироваться от 10 до 20 минут. Но в итоге лук наш должен уменьшиться в 2 раза, приобрести золотой оттенок, и на дне кастрюли появятся карамельные следы. Когда лук готов, добавляем 250 мл белого вина, либо же вы можете использовать красное вино, свежемолотый перец, соль. Алкоголь выпарился, теперь добавляем муку и перемешиваем. Затем добавляем 1 литр горячего говяжьего бульона, перец горошком и лавровый лист. Доводим до кипения, ставим на средний огонь и готовим 20-30 минут с приоткрытой крышкой. В это время давайте приготовим крутон или гренки. Для этого нарежьте багет, затем выкладывайте в емкость для запекания. И сверху нужно будет полить оливковым маслом. И отправляем в духовку. Наши гренки и суп готов. Приступим к завершающему этапу. Выложите суп в емкость для запекания. Удалите горошины перца и лавровый лист. Заполняйте емкость так, чтобы в ней осталось место для гренок и сыра. Затем выкладываем гренки на поверхность и посыпаем сыром грюйер. И затем отправляем в предварительно разогретую духовку до 250 градусов до образования сырной корочки. И вот наше блюдо готово, подавайте его обязательно горячим. Теперь вы можете сервировать его порционно в тарелке. Вот так. Бон аппетит! И на секундочку про вино. На самом деле, возможно, не для каждого человека будет комфортно сочетать суп с вином. Но тем не менее, если вы захотите попробовать этот эксперимент, я бы вам посоветовала попробовать с вином региона Жура. Я думаю, что это будет потрясающее сочетание. Пробуйте, экспериментируйте и найдите свой идеальный марьяж.